Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, я хочу вам подарить очень сильный ритуал. Этот ритуал подходит для тех людей, которые очень сильно тоскуют по ушедшему человеку и не могут отпустить эту боль. Если человек не может отпустить прежние отношения, мучается, не может устроить свою новую жизнь, если у человека, скажем так, прошедшего войну или какие-то боевые действия, очень сильно нарушилась психика и духовное, точнее, душевное равновесие, если вы прошли нехорошее в жизни, нехороший период, и вам нужно восстановиться, прийти в себя после разводов, разрывов, после нападения, например, да. Бывали такие случаи, когда после грабежа в доме, нападения, у девочки начались вот эти панические атаки, страх. Это, в принципе, нормальная реакция организма. Это значит, что человек адекватный, и он адекватно реагирует на беду. Потому что нарушение твоих границ и нетипичная ситуация, она очень стрессовая. И это очень большой стресс и шок для организма, для подсознания, для души человека. В древние времена такие вещи, то есть такие бедствия, да, называли кручиной. Душевная кручина. Крутится что-то в душе, вертится, не дает покоя, сжирает изнутри. Это скидывали на змей, либо на ужа. Прежде чем я вам объясню, как провести ритуал, давайте немного скажу вам, какую роль играли в магии змеи, ну и уж в том числе. Это скидывается на змею или на ужа, на ползучие животные. Вот, посмотрите. Секунду. Это у нас уж. Немного плохо видно. Маленький уж, небольшой. И мы начитаем и отпустим его. Хочу вам сказать, что в перекидах болезней и всякого, в принципе, что змея, что уж играют одну и ту же роль, потому что они ползут. То есть они ползают и вместе с собой забирают, видите, какой длинный такой уж. И вместе с собой забирают болезнь человека и беду, и кручину души человека. Уж более такой необычную роль играет в магии, поскольку уж он как бы и змея, и ящерица. То есть он такую двоякую роль играет, между двух миров находится. И между миром змей и ящериц, но кроме того, что змей и ящериц, еще и между миром живых и мертвых. Поэтому можно было скинуть болезнь. Сейчас я его немножко мучаю. Ничего, надо оживить. Ничего я с ним не сделаю плохого, потом выпущу. И потому в этом ритуале уж или змея выполняет одну и ту же функцию. Вы можете купить змею, можете купить ужа и провести этот ритуал. Если у вашего ребенка какие-то жуткие страхи на почве чего-либо, может, что-то видел, может, ну, мало ли всякое у детей бывают такие ужасные страхи, из-за которого потом начинаются проблемы с психикой, даже такое есть. Либо у вашего ребенка есть диагноз, и вы лечитесь. Лечение, естественно, бросать не нужно, но если вы время от времени будете проводить этот ритуал, он вам очень сильно поможет. Итак, а теперь давайте я немного расскажу, какую роль играют именно змеи в магии.
Змея в магии – это символ, породивший жизнь. Фалосообразная змея, если уж грубо сказать, да, символизирует начало, семя мужское, но в то же самое время сопровождает всех богинь как дарительница мудрости. Считалось, что, например, в африканской традиции великий змей, я вам давала ритуал для женщин, которые хотят забеременеть, попросить открыть эту возможность. Да? Великий змей, он приходил в виде змеи, его изображали фалосообразным. Это создатель мира, и считалось, что великий змей взмахнул хвостом, и начались вот эти все движения, переполохи по земле пошли, и мир создался именно благодаря вот этому движению змеи. А на самом деле, если уж так перевести на наш современный язык, движению мужчины, да, не будем углубляться, создается жизнь в женщине, и она рождается. То есть вот это все, буквально на все это смотреть не нужно. Нужно уметь читать между строк. Это существо или создание, которое может убивать. То есть она где-то в некоторых культурах символизирует саму смерть. Но она и меняет кожу. То есть это обновление жизни. Кольца змеи – это круговорот явлений. Кроме того, я вам скажу, что в мировой мифологии вот это понятие уроборос существовало. Змея, которая кусает себя за хвост. И хочу вам сказать, что вот согласно древней теологии, та самая змея кусает себя за хвост, знаете где? Вблизи Киева, там, где Лысая гора. Поэтому там и начало равнинного колдовства, то есть славянской магии. Именно там капищи богов, именно оттуда, собственно, родина колдовства, Украина оттуда идет. И, как говорят, каждая баба на Украине ведьма. Ну, это может быть шуточное такое, да, выражение, но оно отражает где-то истину. Потому что больше запас знаний, да и вообще старые заговоры, они звучат именно на украинском наречии. И их произносили также, и считалось, что это сильнее действует. И вот уроборос именно вот так, змея, кусающая себя за хвост. И вот эта коса, украинская коса женщин, когда сворачивали вот так и в одном месте закрепляли, это как раз символ уроборос. И определенные политики не просто так носили эту украинскую косу, символ магического круга защиты, непробиваемой защитой. Кроме того, фаллистический символ змеи, который оплодотворяет женщину, да, мужской символ. Муж всех женщин так называли в некоторых культурах именно змею. Все женские божества изображаются со змеями, их сопровождают змеи. Змея снилась в древние времена, считалось, что если змея приснилась, это к беременности или к каким-то неудовлетворенностям жизни женщины, потому что не просто так этот символ мужчины снится женщине подсознательно, ей не хватает этого. Таинственность, загадочность. Кроме того, змея почему-то считалась двуполой. Самопорождающееся божество. Есть такие змеи. Змеи были с несколькими головами. Одно время мы считали, что это все-таки сказка, да, двухголовый змей, семиголовый дракон, там змей Горыныч, у него там еще больше голов. И мы считали, что это все-таки мифы, сказки, а вот и нет. Действительно есть змей с несколькими головами. Это называют аномалией, а я думаю, что это просто особенность змеи. Несколько голов рождаться. И вот отсюда и в сказках, и в мифах, и закавказских народов, например, восточных народов, змеи, трехголовая змея, семиглавая змея и так далее.
символ змеи и дракона немного схожи, но все же змея совершенно самостоятельно отдельный знак. Ее еще называли хозяйка недр, скажем так. Она олицетворяет еще и агрессию богов, и справедливость богов, и так далее. Очень много можно как бы перечислять: коварство, знание, хитрость, много чего приписывали змее. Но самое главное, что на змею можно было свести болезни, и ползучая змея унесет их с собой. То есть болезнь будет сползать с человека, как сползает змея, и сгинет, уйдет. В этих заговорах слова, извиняюсь, слова сгинуть, это не означает, что умрет. Это означает сгинет, просто с глаз сгинет, пропадет, больше не увидим. Для этого вам нужна будет змея. Без разницы, каких размеров. Если вы сможете кобру посадить в большую банку и поставить, провести ритуал, делайте этого. Но я все-таки вам рекомендую либо безобидную змеюку взять, а потом отпустить, либо ужа, что более, так, скажем так, приемлемо. Но долго не мучайте. Вот поймали, в течение нескольких часов проведите и отпустите. Змей убивать нельзя, ящериц убивать просто так нельзя. Люди, которые это делают, могут на себя навлечь проклятие. Самое опасное, просто так их убивать нельзя. То есть, ну, это в крайнем случае, если змея напала, у вас выхода нет, вы защищаете себя, ребенка, и иного выбора не было, то еще можно понять. А вообще для развлечения, или просто некоторые, как увидят змею, бегут всем колхозам, начинают бить и убивать. Просто потому, что змея. Во-первых, без змей грызуны нас бы уже сожрали. Во-вторых, эти поля и прочее, они охраняют поля от грызунов и от всяких гадов, которые могут испортить урожай. Змеи нужны. Одно время в колхозы завозили змей средней ядовитости, скажем так, и бросали там на полях, потому что грызуны просто уничтожали весь урожай. Они не просто так существуют, да? И кроме всего прочего, огромное количество функций змеи. Есть домашние змеи. Откройте, посмотрите «Змея в магии». У меня есть целая лекция. Я вам говорю, что змеи выступали как защитники Родины. В Армении одно время был такой случай. Во-первых, там жила когда-то женщина, у которой ее называли королева змей. У нее было огромное количество змей, самых ядовитых, особенно кавказская гюрза. И они ее не кусали. Она собирала с них яд, делала лекарства. И тогда еще был председатель госкомитета, или как там его, в общем, сейчас не помню, госсекретарь, да, Армении был Демирчан, Карен Демирчан, и она просила Демирчана разрешить ей перейти границу, Западную Армению, которая уже была Турцией, и привезти оттуда королеву змей. Как она говорила, царь по ней очень тоскует, разрешите мне пойти ее вернуть сюда. Представляете, она понимала их язык, и после ее смерти это дело продолжили ее дети. Опять же, никто их не кусает. Я как-нибудь найду, у меня была вырезка даже из газет, то есть, мне отправляли скрин советского времени с ее фотографией огромное количество змей. И возле Араратской долины живущие люди в селе, это было в 60-х годах, видели огромное количество змей, которые ползали просто, не замечая никого, давились, под машину попадали, как будто их какая-то сила несла в непонятно куда. Они неслись, и неслись они к реке Аракс. И люди просто недоумевали, в таком были страхе. Они сначала подумали, что они погибли. Тысячи змей, просто разных цветов и разных видов, ползли к реке Аракс. И один человек, мудрый человек, видимо, знающий, понимающий, да, в этом всем, он сказал: не мешайте им, они идут за вас сражаться. И люди не поняли, и через некоторое время эти змеи, значит, через несколько дней к вечеру начали возвращаться оттуда. Уже меньшими рядами, раненые, у кого-то хвост откусанный. Они вернулись. Они шли туда сражаться.
И когда у этого человека начали интересоваться, вот что это означает, как это понимать, змеи чувствуют войну. Змеи ощущают войну. Во всех вооруженных вообще конфликтах и местах люди очень много встречали змей в лесах. И эти змеи просто ползали. Они не замечали никого, они ползали к какой-то цели. Змеи чувствуют войну, и они защищают тот народ, ту страну, где они живут, от этих духов войны. То есть вот эти вот змеи двух сторон идут, сталкиваются, сражаются. Это звучит как легенда, но это реальность, и люди это видели и не раз. А потом оказалось, что в 60-е годы действительно такой был план Турции, нападение на Армению, Советский Союз это все как бы уладил дипломатическим путем. То есть они это предчувствовали, и они останавливали эту беду. Был другой случай, когда мой дед видел огромную змею в старом храме, развалинах храма. Эта змея выползла, и они увидели на его голове что-то сверкающее, как корона, он сказал. Но, естественно, не как корона у людей, а вот такое сверкающее. И он вокруг них обошел и ушел. То есть это вот гигантская змея. И он несколько дней, он был подростком, он несколько дней не мог говорить от страха. Потом сказали, опять же, знающие люди, потому что знающие люди рождались во все века, которые могли объяснить. Вот шли к этим людям. Даже в Библии, когда вы читаете о пророках, там написано, как их называли в Израиле. Знающие люди, видящие люди, гадальщики, да как хотите, вот так их называли. Это мы так потом, через некоторое время, в книге начали их называть пророки. Но люди шли туда как к знающим, видящим людям. Значит, ведьмаки и колдуны, которых потом немножко по-другому окультурили. И эти люди вот такие феномены объясняли. И этот человек сказал, что вот эта змея, которую они видели, это огромная змея, это хранитель этих мест. И поскольку он царствующий, поэтому на его как бы челе вот это вот сверкание есть, как корона. В 70 каком-то году, по рассказу моей бабушки, в Грузии начали очень интенсивно искать гробницу царицы Тамары. Были какие-то такие группы, которые тайком искали, в общем, кладоискатели черные. И они знали, что там очень много, огромное количество богатства и прочее, прочее. И они тайком взорвали стену старинного храма. Ну, храм уже там сам по себе еле стоял. Они взорвали ночью в горах вот стену этого храма. Храм развалился. И они, как им казалось по этим подсчетам, они должны были там найти какой-то лабиринт и гробницу царицы Тамары. Когда они это сделали, на следующий день люди, которые услышали этот взрыв, начали думать, где оно могло быть, и начали идти в этом направлении. Это где-то близ селения Тандия. Вот там, Квемукартли. Это Нижняя Грузия. Я тоже там жила, ближе к этому. И, ну, эти сельчане, в общем, разозленные, что вот так посмели, ничего святого нет, пошли с ними разбираться туда. Когда пришли, увидели 4 трупа, на которых лежала огромная змея, и змея, увидев их, выползла и ушла. Потом врачи не могли определить, от чего умерли эти люди. То ли их задушили, но вроде бы никаких признаков нет, то ли у них сердце остановилось от страха. Но что-то такое там явилось, и они после этого, в общем, умерли. Так что, дорогие друзья, змеи – это очень таинственные существа, но и все ползучие существа, они таинственные, и на них сводилась болезнь. Я вам дарила ритуалы, связанные со змеей, и щипение змей считалось языком темных духов и прочее, да. Вот вам еще один ритуал. И я сказала, в каких случаях его можно применить. Если на ребенка, посадите ребенка напротив алтаря, и пусть ребенок повторяет за вами словами. Если у ребенка есть жуткий страх чего-то,
Если у ребенка начинается какое-то душевное помешательство, никто не может помочь. Если ребенок гиперактивен, и вы понимаете, что это ненормально, вот свести эту душевную муку. Или это мучение у вас, или вы не можете концентрироваться на своих делах. Самое страшное – это душевные муки. Телесные еще можно перетерпеть. Душевные муки – жуткая вещь. Когда человека грызут изнутри, и у человека нет желания жить. Депрессия, кручина – это все в одном, понимаете? Вам нужен вот этот живой ползучий помощник, который возьмет все это на себя и унесет из вашей жизни. 6 черных свечей восковых. Естественно, уж или змея. Могильник мой любимый, потому что могильник – это особая трава, и я говорила, почему, я уже рассказывала вам. Посредник между мирами, создающий некую силу, ауру, сетку, куда прилетают те духи, которые нам нужны для этой работы. И читать 6 раз, после чего змею отпускаете. Этой же ночью выходите, отпускайте, как хотите, ночь, не ночь. Вам нужно отпустить змею. Далее. Свечи нужно потушить, естественно. На следующий день пересыпьте это на какую-нибудь материю, желательно черную. 6 монет. Эти, значит, огарки свечей, трава, которая уже сгорела, все это пересыпьте туда, завяжите узелком и отнесите под дерево. 6 монет надо отдельно положить туда и сказать: откупаюсь. Больше ничего. И уходить. Давайте отодвину, иначе там тепло, и он наверняка паникует и боится. Итак, начнем. Маята моего сердца, да душевная суета, да муки и всякая беда, кручина и слезы. Вы мою душу грызете, по сердцу моему ползете. Выйди из моего тела беда, мука и черная кручина. На ползучего ужа перейдите, в нем и живите. Сердце мое от мук душевных освободите. Бессонницу возьмите, венец терновый с меня снимите, на ужа наденьте, ему подарите. Сойди с меня, кручина, суета, маята, душевная беда. Перейди на ужа, уж ползи туда, где люди не ходят, где звери не бродят. Унеси с собой мою кручину на черные пески, да на чужбину, на чертову долину. Мне от душевной кручины исцелиться, а тебе уж сгинуть. Цепкие и лепкие мои слова. Не перебить их ни первому человеку, ни последнему человеку, ни бабе, ни мужику, ни колдунице, ни ведьмаку. Кручину свою на ужа свожу. Ползи, моя кручина. Маята души от меня, как сейчас уж ползет. И сгинь, как этот уж сгинет. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Ну, естественно, я здесь называю уж, а вы говорите змея, если у вас будет змея. Уж или змея, больше никто и никак. Только ползучие существа и создания. Я надеюсь, поняли все. Сейчас. Догорит. Ой, запах такой терпкий, но он и время от времени вообще, если зверобой и могильник сжигать дома, он прям очищает, убирает все. Маята моего сердца, да душевная суета, да муки и всякая беда, кручина и слезы. Вы мою душу грызете, по сердцу моему ползете. Выйди из моего тела, беда, мука и черная кручина. На ползучего ужа перейдите, в нем и живите. Сердце мое от мук душевных освободите. Бессонницу возьмите, венец терновый с меня снимите. На ужа наденьте, ему подарите. Сойди с меня, кручина, суета, маята, да душевная беда. Перейди на этого ужа. Уж ползи туда, где люди не ходят, где звери не бродят. Унеси с собой мою кручину на черную
на черные пески, да на чужбину, на чертову долину. Мне от душевной кручины исцелиться, а тебе уж сгинуть. Цепкие и лепки мои слова, не перебить их ни первому человеку, ни последнему человеку, ни бабе, ни мужику, ни колдунице, ни ведьмаку. Кручину свою на ужас вожу. Ползи, моя кручина, маята души от меня, как сейчас уж ползет. И сгинь, как этот уж сгинет. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Маята моего сердца, да душевная суета, да муки, и всякая беда, кручина и слезы, вы мою душу грызете, по сердцу моему ползете. Выйди из моего тела беда, мука и черная кручина, на ползучего ужа перейдите. В нем и живите, сердце мое от мук душевных освободите, бессонницу возьмите, венец терновый с меня снимите, на ужа наденьте, ему подарите. Сойди с меня кручина, суета, маята да душевная беда, перейди на этого ужа. Уж ползи туда, где люди не ходят, где звери не бродят, унеси с собой мою кручину на черные пески, да на чужбину, да на чертову долину. Мне от душевной кручины исцелиться, а тебе уж сгинуть. Цепкие и лепки мои слова, не перебить их ни первому человеку, ни последнему человеку, ни бабе, ни мужику, ни колдунице, ни ведьмаку. Кручину свою на ужас вожу. Ползи, моя кручина, маята души от меня, как сей уж ползет. И сгинь, как этот уж сгинет. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Я еще прочитаю несколько раз, когда будете читать. У вас будет ощущение, как будто с головы колпак снимает. Если голова болела до этого, головные боли перестанут. Прям ощущение легкости, такой воздушности, какой-то прострации, не знаю, как описать. Но это очень сильные работы, поэтому отнеситесь к этому очень серьезно и делайте все как положено. Не как-нибудь, а как надо. Маята моего сердца, да душевная суета, да муки и всякая беда, кручина и слезы, вы мою душу грызете, по сердцу моему ползете, выйди из моего тела беда, мука и черная кручина. На ползучего ужа перейдите, в нем и живите, сердце мое от мук душевных освободите, бессонницу возьмите, венец терновый с меня снимите, на ужа наденьте, ему подарите, сойди с меня кручина, суета, маята да душевная беда, перейди на этого ужа. Уж ползи туда, где люди не ходят, где звери не бродят, унеси с собой мою кручину на черные пески, да на чужбину, на чертову долину. Мне от душевной кручины исцелиться, а тебе уж сгинуть. Цепкие и лепки мои слова. Не перебить их ни первому человеку, ни последнему человеку, ни бабе, ни мужику, ни колдунице, ни ведьмаку. Кручину свою на ужас вожу. Ползи, моя кручина, маята души от меня, как сей уж ползет, и сгинь, как этот уж сгинет. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Маята моего сердца, да душевная суета, да муки и всякая беда, кручина и слезы, вы мою душу грызете, по сердцу моему ползете, выйди из моего тела беда, мука и черная кручина, на ползучего ужа перейдите, в нем и живите, сердце мое от мук душевных освободите, бессонницу возьмите, венец терновый с меня снимите, на ужа наденьте, ему подарите. Сойди с меня кручина, суета, маята, да душевная беда. Перейди на этого ужа. Уж ползи туда, где люди не ходят, где звери не бродят. Унеси с собой мою кручину на черные пески, да на чужбину, на чертову долину. Мне от душевной кручины исцелиться, а тебе уж сгинуть. Цепкие и лепки мои слова. Не перебить их ни первому человеку, ни последнему человеку, ни бабе, ни мужику, ни колдунице, ни ведьмаку. Кручину свою на ужас вожу. Ползи, моя кручина, маята души от меня, как сей уж ползет. И сгинь, как этот уж сгинет. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Фух. И мне самой тоже стало легче. Скинула некий груз такой, собранный. Итак, и после этого вы ходите и отпускаете этого ужа. Вот мы, собственно говоря, это и сделаем сейчас. Ну вот у нас уже, видите, природа проснулась, хотя еще раннее утро. Вот он жив-здоров, все с ним хорошо. Вот здесь сделали дырочки для воздуха. Вот и отпускаем. Маята моя душевная кручина. Всякая боль души.
Ползи уж и мою кручину с собой унеси. Иди давай, милок. Давайте вот покажу вам, погодите. Во. Все. Иди. С миром. Ползи. И кручину мою с собой унеси. Да будет так. Вот у нас лес уже проснулся. Слышите? Прям вовсю. Это тут дымок. Тут жгли в этом. А трушане сегодня сидели здесь. Все, товарищ, пошла снимать вторую работу, потом немного отдохну.